заливаем водой. Вы видели когда-нибудь такое? Обязательно попробуйте, обязательно приготовьте, очень вкусно. Здесь 500 грамм муки высшего сорта. Добавляем пачку сухих дрожжей или 7 грамм. Перемешаем. Нам нужно добавить чайную ложку или патоки. Если нет патоки, добавляйте мед. Если нет и меда, добавляйте обычный сахар. Если чуть больше, ничего страшного. Также добавляем чайную ложку соли. Это тесто требует определенное количество жидкости, а точнее 60%. Так как у нас здесь 500 грамм муки, то добавляем 300 миллилитров обычной воды комнатной температуры. И также сюда обязательно нужно добавить оливковое масло. 2 столовые ложки на это количество. Для начала просто вот так вот ложкой все хорошенько перемешаем. Слегка перемешали, насколько это возможно. Теперь переносим это тесто на стол. Рукой поработаем с этим тестом. Минут 5-10 вот так вот работаем с тестом, чтобы образовалось единое целое. Вот эта вот часть ладони отлично подходит для работы с тестом. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Теперь перекладываем это тесто обратно в ту же посуду, в которой замешивали. Предварительно примерно, может быть, столовую ложку оливкового масла вы зальете и обработайте стенки вашей вот этой посуды. Итак, кладем сюда наше тесто, накрываем пленкой и оставляем это чудесное тесто отдыхать. Оно должно увеличиться в размере в 2 раза. На это может уйти 2 или 3 часа, в зависимости от температуры на вашей кухне. Посмотрите, какое чудесное тесто у нас получилось. Прошло около 2 часов, и тесто готово. Теперь нам понадобится противень, в котором мы будем выпекать нашу чудесную фокаччо. Вот у меня вот такой противень, в длину 35 сантиметров, в ширину 25 сантиметров. Для вот этой фокаччи очень важно определить правильное количество теста, которое можно выпечь в этой форме. Итальянцы придумали специальную формулу. Они умножают длину на ширину и делят на 2. У меня здесь 35 на 25 сантиметров, и разделить на 2 получается примерно около 450 грамм теста. Я отмерила 450 грамм теста. На дно этой формы обязательно залейте оливковое масло, примерно столовая ложка. Рукой вот так вот распределите. Переносим сюда тесто. Вот так слегка растянем это тесто и распределим по форме. Конечно же, в первый раз вы не особенно сможете сильно растянуть. Переворачиваем, но насколько это получится. Обязательно плотно укройте ваше тесто и оставьте минут на 30. 30 минут прошло, и теперь смотрите, что мы будем делать. Слегка обсыпем вот тесто сверху мукой, и затем вот так вот попытаемся распределить это тесто по всей вот длине этой формы, чтобы заполнить эту форму. Опять накроем это тесто и оставим минут на 30-40. Пока тесто в очередной раз отдыхает, подготовим соляной раствор. Здесь у меня 100 мл воды обычной, и сюда добавляем чайную ложку соли. То есть готовим 5% соляной раствор. Хорошенько перемешаем, чтобы соль полностью растворилась. Прошло около 40 минут.
По прошествии этих 30-40 минут вы должны заметить, что тесто отдохнуло и увеличилось немножечко в объеме. Можно оставить до 1 часа. Теперь опять слегка обсыпем мукой поверхность этого теста. Пальчиками вот так придавливаем. Можно использовать 2 руки, будет быстрее. Можно развернуть, чтобы все вот края также хорошенько вот обработать, то есть придавить вот так. Теперь опять нам понадобится оливковое масло. Ну куда фокачча без оливкового масла? 2 столовые ложки наливаем на поверхность этого теста. И нам понадобится вот этот солевой раствор. Здесь у нас 100 мл, но мы возьмем только 60. И заливаем тесто водой. Вы видели когда-нибудь такое? И теперь вот так вот аккуратно все распределим, перемешаем воду с оливковым маслом и аккуратно распределим по всей поверхности нашего теста. Перед тем, как поставить в духовку, и еще оставляем минут на 30-40, но на этот раз уже не надо ничем накрывать. Вот так, как оно есть, оставляем отдыхать. Прошло 40 минут, самое время выпекать. Ставим нашу фокаччу в разогретую духовку до 220 градусов Цельсия на 15 минут. Итальянцы говорят, что вот эту фокаччу надо печь обязательно 15 минут, ни больше, ни меньше. Температуру духовки вы можете менять, но время нет. Вот такие вот советы дают профессиональные итальянские хлебопеки. Вот как наша фокачча выглядит после 15 минут выпекания. Посмотрите, какая она, как она хорошо пропеклась. Посмотрите снизу, как она выглядит. Вот эта вот фокачча из Генуи должна быть толщиной не более 2 сантиметров. Фокачча слегка остыла, давайте будем ее разрезать. Если вы соберетесь в Геную, в Италию, то, конечно же, вам не удастся не попробовать вот эту фокаччу. Она продается в каждой пекарне, в каждой булочной. Вот смотрите, вот прямо так, по кусочкам ее продают, как булочки. Посмотрите, как она снизу выглядит, как она сверху. И люди просто вот так идут по улице и кушают эту фокаччу, наслаждаются ею. Смотрите, чередование твердых кусочков и мягких, и еще слегка соленоватый вкус делает эту фокаччу особенной. И знаете еще, как итальянцы кушают эту фокаччу? Они просто обмакивают вот эту фокаччу в молоке или в кофе и наслаждаются этим вкусным, прекрасным творением. Также на нашем канале есть другой рецепт традиционной фокаччи. Приготовьте и ту, и другую, и сравните, что вам больше понравится. Приятного вам аппетита! Очень и очень вкусно. В чем секрет популярности итальянской кухни? В том, что из обычных продуктов итальянцы готовят супер вкусные блюда. Сегодняшний рецепт тому подтверждение.